Все-таки нельзя же это назвать на 100% прям отбором-отбором. Наверное, самый яркий, самый неожиданный, самый интересный. Понимаете, что вас ждала вся Европа в прошлом году и не дождалась? Да похуй. Россия! Вы сейчас берете меня интервью, я потом посмотрю, и мне будет стыдно. Все закулисье российского национального отбора. Один момент. Если стоишь красиво, вы проходите. Прыгай, как Билан. Мы ж на Евровидении или где? Итак, внимание. Лезгинка какая-то получилась. Ну что, пошли в бэкстейдж. Это же бэкстейдж, смотрите, тут провода, все ж вживую. Короче, парни, почему? Доколе? Почему? Как? Как нам жить без Little Big на Евровидении? Расскажите, пожалуйста. Я думаю, очень припеваючи и замечудненько. Слушайте, ну мы же должны были с вами разговаривать еще год назад, где-нибудь в районе, извините, Роттердама. А это вот вы съездите в Ухань и скажите там вот эти все слова, и я думаю, весь мир вам скажет спасибо. Юрий Музыченко лишился своей практически сольной эротической партии на всю европейскую сцену. Вы сейчас. Привет. Ой, девочки, мальчики, это слишком эротично. Не, серьезно, Илюш, почему вы вдруг решили не ехать? Мы сейчас для интернета пишем, поэтому можете изъясняться как хотите. Это единственный враг, которого мы боимся, понимаешь? Это сами мы. Мы сами. Антон у вас за философа, да? Ну, такое, да. Понятно. Ну, короче, Я попиздеть, он как бы... наконец-то. Он нормальные вещи говорит. Разговариваем как люди. Здравствуйте. Боже мой, Дмитрий. Понимаете, что вас ждала вся Европа в прошлом году и не дождалась? Я думаю, у нас будет еще повод встретиться. Вы сейчас... Личные гастроли Дмитрия Красилова. Нет, шутки шутками, но смотрите-ка, в мае уже сразу несколько стран, когда стало понятно, что Евровидение отменяют, подтвердили своих участников. Почему вы тогда не согласились сразу, что, мол, давайте будем мы же на следующий год? В мае это в том году? Ну да, когда все отменилось и стало понятно. Мы на самом деле, мы, как и в прошлом году я уже заявлял уже на Первом канале, что мы за сменяемость артистов на Евровидении, и как бы мы тогда об этом думали, и спустя год ничего не поменялось. Мы решили не обнуляться, а вот сменить артиста. А понимаете, что бы мы сейчас ни говорили, вот есть это. С этим бесполезно. Там такие брови, ты че? Да сейчас это их соло. Хорошо, а значит... Ты наш. Ух, ядрит Мадрид. А почему Хэттерс не поехали на Евровидение? Ну-ка, Юрий, ответьте-ка нам. Потому что у нас в группе есть казах. И что? А это Азия уже, все. А вы бы его натурализовали, и привет, чё? Нет, шутки шутками, смотри-ка, значит, с мая прошло много времени. И что происходило до того? Вы думали, песня, может, сейчас песню какую-нибудь найдем? Или вы просто сразу забили болта? Да, понимаешь, мы не писали и к прошлому Евровидению песню. Мы просто делали свое дело, и случайно так вышло все. Вот. Мы никогда не пишем к событию ничего. Что есть, то есть. Вышло, что вышло. Слушай, ну вышло-то круто. То есть ты хочешь сказать, Iuna Vision Challenge, вы все это придумали еще до всякого Евровидения? Абсолютно, да. Ты продуманный. Нет. Нет, Блин. на самом деле, вот спиздел. Спиздел именно вот челлендж вот этот вот, он родился на съемках. Блять. Он просто забыл выпить таблетки. На самом деле мы именно вот этот танец придумали на съемочной площадке. Потому что мы стояли, что нам делать? Вот оно что. И делали ногами так, да, что... Ёлки-па, поэтому такая простая хореография, все ясно. Чтобы не расплескать. Все правильно. Мы Диме сказали, он говорит, а что мне делать? Мы говорим, танцуй. И да, и на самом деле... Дмитрий что? Дима... Давай, Дай-ка я скажу. давай. Алло! Алло, бабуль! А на самом деле Дима, когда ему сказал, не знаю, станцуй что-нибудь, он начал танцевать, мы такие, все сделали, такие, что-то как-то скучно, подходим смотреть кадр, ёб твою мать! Там же творится пиздец что. Это было очень круто, да.
Слушайте, ну челлендж захватил вообще даже какие-то немыслимые страны, даже люди... Боже мой, мы только что назвали Румынию немыслимой страной. Это вы назвали? Нет, я... Я только что назвала Румынию немыслимой. Это я-то комментатор Евровидения. Как я могла? Ну, короче, на самом деле это все. Это мы, конечно, вырежем. Это превратилось в большую Румынию. О, ты вырежешь Румынию? Нет. Нельзя вырезать Румынию. Ребята, всех кого угодно, только Румынию не трогайте, блядь. Вот так. Слава, слушай, а я уже начинаю думать, может, и хорошо, что вы не поехали на Евровидение? Я вот сейчас тоже стою и думаю, блядь, вроде бы все вот как надо. Вышло все как надо. Потому что мы такие тупые, это просто пиздец. Пандемию подстроили для того, чтобы мы туда не поехали. Иначе... Китайцы это продуманы. Они такие, ёб. Им это не надо, нам это не надо. А? Может, у них машина времени, они когда там в будущее слетали такие... Наша Российская группа. Наша. Россия! Россия! И вообще, давайте машину времени отправим на Евровидение. Как вам такой вариант? А? Давайте. А Дмитрий станцует. Давай на сцену. Новый поворот. Новый поворот. И мотор ревет! Эй! Давай, дроп, дроп. Он нам несет! Дроп, давай. Дроп! По стиле брат. Ну, видите, вот и провалили. Обут или брод. И не разберешь, Да, пока ну не вот повернешь. Справился. Короче, вы должны утешить миллионы поклонников, которые реально в шоке от того, что вы не поедете. Пожалуйста. Да похуй. Антон? Ну, в общем, я присоединяюсь. Давайте я скажу. Держитесь, пупсы. Ну-ну. Все? Нет, ну а если серьезно? Чтобы ребята не расстраивались. Ребят, не расстраивайтесь. Когда... Вы, ребята, понимаете, вот на самом-то деле, кто тут самый главный? Вот она. Алина, пора раскрыть карты. А скажи, вот есть режиссерская вот эта вот гордость? Ты видишь, вся страна, весь мир танцует этот танец и тащится от вашей постановки. И ты такая, а это я ведь придумала. Слушай, мы придумываем все вместе с Илюхой, и частенько это чаще это его идейки и наша реализация, вот, поэтому я не хочу брать никаких лавров, вот, и знаешь, как бы хореография, это, между прочим, от него идет, так что давай уж это Илюхина. Ну ладно, они все на Димана, короче, спихали. И такая вот группа, у них нет типа кого-то одного главного, они так типа распыляют ответственность. Слушай, ну мы, знаешь, как бы Little Big Family, мы семья, и мы такие все живем все вместе, делаем все вместе, и оно как-то вот так получается. Поэтому хочется, чтобы мы вот двигались всегда такой нашей командой. Ура, друзья, это была реально самая крутая девушка в нашей индустрии, поэтому она еще очень скромная. Так, ну где они, конкурсанты-то? Где все? Где? Пошли. Сейчас. Вон они там все стоят. Антоха Беляев. Это гроза всех телеканалов, Антон Беляев и группа Термейс. Его ненавидят все телеканалы нашей страны, потому что он слишком долго репетирует. Да? Да. Нет, ну все-таки, Беляев, ты мне скажи как человек, вот как тебя могло занести на конкурс все-таки Ты хоть что-нибудь смотрел вообще до того, как согласиться? Смотри, значит, у меня сложная ситуация. Значит, я пока не работал, ну, скажем, в индустрии, я с радостью, как все мы, включал и начинал поливать грязью участников. Мне это очень нравилось всегда. Потом я переместился в индустрию, стал знать просто людей, которые туда, ну, катаются, которые занимают места, и стал как-то, ну, лояльнее относиться к этому, потому что это живые люди теперь для меня. Потом, и никогда, правда, не хотелось мне самому. То есть я все время, мне нравилось, что вот там что-то происходит, и какой-то, ну, какой-то другой немножко мир для меня. Вот. Но когда вот позвонил канал, не смог как-то, не смог найти причин, чтобы не сделать этого. Мы посоветовались с ребятами из коллектива, и как-то такое почти единогласное было мнение, что ну а что нам сможет сделать этот конкурс? Ну ничего. Мы умеем играть? Умеем чуть-чуть. Умеет ли Антон петь? Ну, чуть меньше, чем все остальные играть, но чуть-чуть можем.
Думаем, ну пойдем и споем, что мы обычно делаем. Просто вот ничего в себе не меняя. Поэтому решили согласиться и уже чувствуем, что зря. Короче, да ты же понимаешь, что там немножко другая музыка звучит, а не та, которую ты представляешь. Ну, я надеюсь, что... Да это не важно для меня, честно говоря. Извините. Вообще, надо сказать, что если бы вы почитали Википедию, описание Евровидения, там очень у них ироничное описание. Они к себе очень относятся несерьезно. Это вообще не очень серьезный конкурс. Давайте не будем пережимать. Там написано, что в субботу майским вечером каждый год проходит соревнование, в котором соревнуются не бегуны, не гоночные машины, типа там не лошади, не футбольные команды, а поп-песни. Ну, то есть это... Ребят, все в порядке. Короче, Беляев настроен... Наслаждайтесь, наслаждайтесь. Сейчас мы устроим коллапс. Ты уже устроил. Наши световики сейчас устроили нам коллапс, но мы даже не собираемся, честно говоря, вылизывать телевизионную картинку. Правильно я говорю? И не надо. Потому что это бэкстейдж, все место как есть. Мы вам тут показываем закулисье. Ребят, фарш просто. Это мясо просто. Это просто... Ребят, здесь такое происходит, вы не представляете. Это просто... Это должны показать по телевидению. Не переживай, мы покажем, где надо. Представляешь, уже зрители, уже начинают рассаживаться зрители. Скоро эфир. Как ощущение? Я, мне кажется, умерла, уже родилась, еще раз умерла, еще раз родилась. Примерно так. Манижа на Евровидении, на отборе на Евровидении. Вот правда, ты же независимый артист. Почему ты решил участвовать в отборе на такой конкурс популярной песни? Ну, потому что моя мечта, во-первых. Во-вторых, почему бы и нет? Ну, а в-третьих, я просто хочу показать красоту русских женщин. Ну, вы такие красивые, вы такие настоящие. У вас свой путь, такой же, как у самой России. Андрюш, Сычев, мы, наверное... Я не знаю, я даже аж прямо распрямилась. Выпрямились, пошли. А что ждать? Встала и пошла. Ладно, пошла и не стоим, все. Все службы. Слушай, ну это серьезная конкуренция. Антон Беляев, две Маши. Что ты думаешь по этому поводу? Я хочу сказать, что это офигительная конкуренция. Даже конкуренции не хочется говорить. Дело в том, что все эти люди верны музыке. И мне приятно с ними быть, вот здесь сидеть на одних креслах. Потому что, такая компашка редко встречается. И уже сегодня потусить с ними — это неплохо. Вообще отбор — это самое, мне кажется, самое крутое, самое честное. Это настоящий момент, настоящее все. Люди смотрят, люди сразу реагируют. Вот ради этого, мне кажется, существует творчество. Ну и пусть победит тогда сильнейший, получается, что ли? Пусть победит любовь, пожалуйста. Давайте пусть будет так. Договорились. Почему ты не поехала в этом году, скажи? Больше не поеду. Все? Да. Нет, ты сейчас серьезно? Конечно. Есть артисты, которые на Евровидении как на работу ходят, а ты, значит, решила, что ты больше не поедешь? Моя миссия выполнена. Даю дорогу молодым. Ты сейчас разбила сердца миллионам твоих поклонников. Нет, я им не разбила сердца, они могут приходить на мои концерты, и я их счастлива видеть там. Друзья, приходите на концерты Полины Гагариной, а на Евровидение она больше не поедет. Это официально. Официально. Все, побежали. Приготовились, внимание. Приготовили шапку. Так как я ведущая нацотбора, видите, она уже на сцене, поэтому сейчас я, Даша Швадронова, буду здесь бегать и узнавать, что же здесь интересного на российском нацотборе впервые за 9 лет. Я была на вашем концерте в 2017 году в «Известия Холл». Там было очень много девушек в зале. Скажите, почему именно девушкам нравятся ваши песни? Или хотя, может быть, уже столько лет прошло, может быть, уже как-то поделился на парней? Вот, вы знаете, действительно, мне кажется, в самом начале у нас было больше женской аудитории, но если вы сейчас придете к нам на концерт, то вы увидите, что у нас
Прибавилось мужчин. Баланс, да, баланс девушек и мужчин на концертах. А как вы считаете, какая из ваших прошлых песен могла бы победить на конкурсе Евровидения? «Мама, я танцую». Какой ваш самый любимый номер на Евровидении от России? Вы смотрели вообще Евровидение? О, я давно смотрела. Я помню выступление Димы Билана. Вот, Я что тоже у меня помню, на я памяти, тоже да. выступление Димы номер помню. «Тату» я помню еще. Я помню Да. номер Полины Гагариной. Но вот какой-то выделить мне сейчас достаточно сложно. Мы, конечно, не Евровижн веды. Так что- Еврофанаты называется. Еврофанаты, да, ну вот. Так что сложно сейчас сказать. Хорошо, спасибо большое, девчонки, за ваши ответы и удачи вам сегодня. Болеем. Большое. Спасибо. Муа. Филипп Бедрос, что вас подвигло на такие кардинальные изменения с Натальей Кордиенко? Из Призен в Шуга. Прям из такой мощной баллады в такую зажигательную песню. Время же идет, боремся всем миром с вирусом, поэтому надо объединиться в этом порыве. И прекрасно, что сегодня будет Евровидение. Будут люди, будет песня. И Наташа Гордиенко, наша песня с Молдовой, она тому подтверждение, что жизнь должна быть сладкой. Поэтому Россия по правилам конкурса за себя не голосует. Поэтому я призываю Россию голосовать за Молдову. Отдавая 12 баллов от России Молдове, все равно голосуем за Россию. Автор-то россиянин. Слова написал Михаил Гуцериев, тоже Россия. Я тоже музыку написал, это Россия. Но про 12 баллов от России. Поэтому вы сделали вечеринку именно в Москве, чтобы получить 12 баллов от России? И поэтому тоже, и не только поэтому. Россия единственная страна, которая открыла гостеприимно все границы. Молдова закрыта, Греция закрыта. Все закрыто, Европа закрыта. Где проводить? Москва открылась. Мы приехали в Москву и пригласили всех. Все гости приехали к нам в Москву. Вы недавно в интервью Алене Блин сказали, что хотите 3-й раз вернуться на Евровидение. Вы все еще хотите и почему? А я буду продолжать это хотеть, пока будут хотеть за меня все-таки слушатели и зрители, которые постоянно меня туда отправляют. Буквально вчера на Первом канале в репортаже о национальном отборе сказали, что после вашей победы начали заслуживать Россию на Евровидении. Вы так считаете? Ну, во-первых, я бы не стал добра искать, или даже там зла какого-то, потому что добро случилось, победа была. Главное, чтобы меня не сделали виноватым потом в этой победе, друзья. Это нечестно. Да, я думаю, бывают хорошие годы для победы, например, той или иной страны. Бывают не всегда самые удачные годы. Я вам говорю это честно, откровенно, не делая из себя недотрогу. И все-таки общественное бессознательное, оно все равно так или иначе, мне кажется, зависит от новостной повестки. А если это совсем сильно и классно, то побеждает музыка. Это 100%, потому что эмоции человеческие, их не подкупить ничем. Это либо тебя торкает, либо нет. Я чувствую огромную любовь к женщинам России, я в них верю очень сильно. Я в себя тоже верю, и это был большой путь, чтобы поверить в себя. И я хочу сказать, что женщины России намного раньше, чем сам феминизм появился в мире, были сильнее и знали свои права, и знали, к чему они идут. И в этом нет никаких ярких, этих слов или страхов. Это кайф. Вы сейчас берете меня интервью, я потом посмотрю, и мне будет стыдно, понимаете? Как ты думаешь, почему эта песня так срезонировала большому количеству людей в России? Потому что нас много. Нас много таких женщин, ярких, сексуальных, настоящих, по-настоящему любящих. Мы же так сильно умеем любить.
мы такие трудяги. Мы и в огонь, и в воду. Куда угодно, ради любви. Мне кажется, что это почувствовали, потому что я это вкладывала в песню. Для меня было большим примером всегда моя семья, мои близкие. Вот Майя Серикова, она была для меня огромным примером. Russian Woman опять. Russian Woman, реально, она очень... The real one. Написал человек сообщение в 4 утра. Я обещаю, что вы будете мной гордиться. А я ей пишу, тут фотографии, мы выглядели все ужасно, мы плакали 2 суток, потому что у нас было много переживаний все время. И я пишу, что мы тобой гордимся каждый день. Просто сделай так, чтобы ты кайфанула на сцене, сегодня на это показала. И, Ян! Короче, девочки, теперь надо думать, что вы будете делать в Роттердаме-то? Зажигать и любить! На самом деле мы давно хотели бы куда-то поехать, и Манижа говорит, мы Слушайте, едем в ну Роттердам. реально, Даже очень скажи больше, хочется. мы так размечтали, что даже придумали номер, как у нас был бы, если мы были в финале Евровидения. И он у нас в голове есть. Есть, да, так что готовьтесь. И придумал его, кстати, нам кто помог? Да, Ладо Кватания. Ладо Кватания. Да. Он там сейчас Ой, все прилично. Где он, кстати? Где, да? Ладо Ну Кватания. иди к нам, Ладо, иди к нам. Ну, не хочется. Ладо — это человек, который привык быть за кадром. Я его понимаю. Слышите, бабы, харе уже, Russian Woman, в конце концов, разбушевались. С этим парнем, это я сейчас так в борзо скажу, мы проходили такое, и вот сегодня не стало исключением, Юрий Викторович. Да. Можете прокомментировать, что вообще произошло? Ну как, что произошло? Во-первых, мы не часто устраиваем национальные отборы, скажем так. Знаете, совсем не часто. Да, это 3-й на моей памяти, вот, но зато, на мой взгляд, очень, наверное, самый яркий, самый неожиданный, самый интересный и самый драматичный. Хорошо, давайте отмотаем. Все-таки нельзя же это назвать, как это называется, на 100% прям отбором, потому что часть работы произвел канал, часть зрителей. То есть это гибридный вариант. Нет, в определенной степени можно сказать и гибридный, потому что, наверное, правильнее предлагать людям выбор из того, что уже прошло хоть какой-то профессиональный отбор. Потому что в некоторых странах, помимо голосования зрительского, как ты знаешь, существует еще и голосование профессионального жюри. И просто суммируются оценки. В данном случае мы не выставляли оценки, я имею в виду тех людей, которые отбирали этих участников, но мы предоставили совсем уж шорт-лист, очень короткий лист из 3, кандидатов. Их могло бы быть больше, могло быть и 5 или 10, как, например, в Швеции. Но мы посчитали, что достойных песен из того, что мы послушали, их ровно 3. Вот эти 3 песни мы представили на суд зрителей. Я очень надеюсь на то, что пандемия в этот раз никак не повлияет на проведение самого конкурса, как это было в прошлом году. Я очень хочу с тобой поработать. Потому что обычно мы же с Юрием Викторовичем делим одну комментаторскую позицию. Мы, правда, не так сели сейчас. Подожди, Юрий Викторович. Ты же здесь обычно сидишь, а это я здесь. Да. А так оно как-то удобнее. Вот сразу встали, да? Нормально. Чувствуешь плечо друга. Обычно это вот так вот происходит. Так а как вы думаете, это при таком раскладе мы поедем в Роттердам или отсюда будем комментировать? Теперь уже абсолютно без разницы. Главное, что у нас есть участник сильный, участник яркий, с интересной песней, самобытной песней. Причем мы сейчас еще думаем, скажу тебе вот о чем, что она же, это единственная песня, которая исполнялась на русском языке. Поэтому надо еще нам подумать и решить с Константином Львовичем, на каком языке будет исполняться эта песня. Потому что вот сейчас в оригинале, мне кажется, что она звучит идеально. Я бы ничего не менял. Но это, повторяю, еще раз надо подумать. В общем, все круто. Надо как-то выходить из эфира, а у меня после эфира адреналин. Кто-нибудь меня остановите, пожалуйста. Все, стоп. Уже сцену разбирают. Пошли отсюда. Шапка.